Ребят, всем привет! Мы приехали в Сбербанк. Да, дать? Наш папочка пошел, сейчас денежку снимет и поедем в Фикс Прайс. Вон наш папочка идет. Да, дочь? Папа идет? Так жарко на улице, прям вообще. Опа! Хорошо в машине есть кондиционер, а то... Всем привет, большие мои друзья! Ну что, дочь моя, деньги есть? Есть, да? Поехали тратить? Ай, недовольная какая. Так, Чё? кстати, о деньгах. Сейчас очень многие люди мечтают открыть свой вклад и жить на эти проценты. Вот, немногие разбираются, как правильно это все сделать. Многие из вас в этом новички, да, и не могут правильно инвестировать свои средства, правильно распорядиться своим доходом. И я уверен, вам понравится абсолютно бесплатный мастер-класс от Егора. Егор, он инвестор, у него имеется 14-летний опыт в инвестировании, в правильном распределении ваших вкладов, ваших средств. Он вас научит правильному действию. Он рассказывает, как сберегать и инвестировать часть дохода, какие нужно сделать первые шаги для инвестирования и многое другое. Поэтому мы рекомендуем посетить бесплатный мастер-класс Егора Арсланова, на котором он расскажет, как создать капитал с нуля и привести свои финансы в порядок. Вы узнаете, как взять свои деньги под контроль, как снизить финансовые риски и достичь своих целей в будущем. У Егора собственная школа денег, 14-летний опыт в инвестициях и личных финансах, 4 собственных бизнеса, один из которых уже 8 лет приносит пассивный доход. Он вложил 2 миллиона рублей в свое образование по финансам. Переходите по ссылке под этим видео, посмотрите, когда будет ближайшая встреча и регистрируйтесь. Участников бесплатного мастер-класса ждут полезные бонусы. Дочь. Она сдирается. Это что такое? Тоже горшки, да? Прикольно, кстати, да? Угу. Сюда Белые были. ленту заряжающуюся. А ночью будет подсвечивать цвет и будет красиво. Значит, а вот так делаем. Где? Так нельзя. Кстати, что-то мне надо было. Тут, наверное, нет этого препарата. Мне же надо было тут. Гусеницы? Да. Где? Жукобой класс. Да, тут все подобное. Да вряд ли здесь будет. Это надо было на рынке спросить. Думаю. Да смотри, какие прикольные. Это что такое? Ручка на подстав. Да смотри. О, Прикольно, да? это что? Фломастеры. Только Лере фломастеры не надо, а то она вообще ужас. Мерсиест. Да смотри. Розочка, да? Ручка, что ли? Да. Хм. Я подарю тебе цветок. Дочь, у тебя уже такая есть. Кися. У них уже были вот эти вот паста и щетка вместе, набор. Не, нет, сейчас у них походу нет. Это для девочек. Это большие. Можно магниты посмотреть. Ребят, сейчас были в Фикс Прайсе. Я купила вот такой вот шоколад Milky Way. Там он стоит, по-моему, 199 рублей. И я помню, на той неделе, по-моему, я покупала его в пятерочке. Там он был около 300 рублей. И по скидке он стоил, по-моему, 250. То есть, когда скидка бывает, у него такая цена. То есть, в Фикс Прайсе, я думаю, что все равно покупать дешевле. Даже со скидкой они то в магните, в пятерочке, они, ну, дороже. Вот. Хотя многие говорят, что вроде бы
фикс-прайсе цена вроде бы дешевле, но качество не очень, там подделка и так далее. Честно говоря, не знаю. Вот сейчас будем пробовать. Там еду в фикс-прайсе мы, если честно, практически не покупаем. Что в фикс-прайсе, что в светофоре, ну вообще ничего не покупаем. Вот. Так, чисто бытовое что-нибудь, там по мелочи, посуду, кстати, там тоже часто берем. Но такое вот купили, посмотрим, как будет на вкус. Вот. А так упаковка и все, ну, ничем не отличается. По вкусу посмотрим, в общем. Так, все, мы уже приехали, там по дороге хлебушка купили. И забежал я на рынок. Вы все советовали, опять забыл это название. В общем, многие писали за тот препарат, который вот именно от гусениц, но его не было. Не знаю, у нас вообще дефицит в препаратах и вообще в чем-то. Кстати, можно было на Wildberries посмотреть. Не знаю, мне посоветовали вот такой BioKill препарат. Сказали, вроде им можно обрабатывать. И вот тут написано, что овощи и плоды можно употреблять уже через 2-3 дня. Как раз я возьму все розовые, такие уже более-менее розовые, соберу помидоры. Вот, оставлю как раз за это время зеленые те, наверное, вот эта вся гадость уйдет. А эту гусеницу я потру, потому что эта падла уже достала. Так, помидоры это, конечно, все хорошо. Еще к этому вернемся. Сегодня обязательно еще поговорим об этом. А сейчас нужно что? Отдохнуть? Да, это мы тоже отдохнем, пообедаем, подкрепимся и ударим, как говорится. Ударим по этой штукатурке, как она уже надоела. Вот, ну ничего, справимся, все сделаем. В общем, что, пойдемте поработаем, а потом уже и поговорим, как говорится. Дела сделаем. Так что вам приятных просмотров, а мы погнали.
Сейчас хочу показать. Она просто уже не только плоды. Вот здесь. Вот она в сам ствол прогрызла и изнутри его хавает. Это вообще хана. Я такой первый раз вижу. Так она может весь ствол просто уничтожить и все. Помидор засохнет. Если честно, я в шоке. Вон, розовый соберу. Потому что такие, ну, жалко помидоры уже. Вот они каждый день розовеют. Вчера обработал этим мыльным раствором, и настойка с чеснока была. Вот. Не знаю, вроде чуть получше, но все равно, мне кажется, препаратом нужно обработать. Здесь сколько завязи, вот это все пустое я поубирал. Везде гусеницы были, гусеницы конкретные, они просто прожирали все. Вот, ага, вот опять, смотрите, вот падла. Вот он, все опять. Где она? Ну, штука здесь была, падла. Сейчас я тебя найду, скотина. А, вот она сидит, а? Смотрите, жрет. Вот она. Вот она. Скотина. То улитки эти достали. Теперь вот эти гусеницы, откуда они взялись вообще просто? Караул. Нет, надо травить и землю. Все травить, потому что так дело не пойдет. Они все тут мне поедят. Потому что жалко вот такие крупные помидоры. Они просто берут и сжирают. Это вообще нечто. Фух. Кстати говоря, даже на баклажаны могут они перейти. И на болгарку запросто. Потому что уже надо будет собирать, жарить. Уже крайне вон они. Уже вот хорошие. Так что все, сегодня будет синенький. На обед, наверное. Иди сюда, иди. Иди, давно тебя, говорят, не видно, а? Что ты там? А? Что делал? Опять что-то там прокусила, а? Подросла, говорят. Да, растет. Она крупная не будет мелкой. Кстати, что я заметил? У нее папашка, наверное, был далматинец. Вот эти пятна, они похожи как на далматинские. Вот здесь вышли, да? Вот здесь на ушах. Просто вот здесь на лапах, видите, чуть-чуть есть. Есть окрас. Вот. Вот она, рябистая. Просто у далматинцев, я знаю, когда они рождаются, у них пятна эти не проявляются. Потом они подрастают, и у них вот эти черные пятна проявляются. Если я прав, если я не ошибаюсь. Вот не знаю, как вы знаете. Потому что когда мы ее нашли, вот этих пятен вообще не было. Было вот это пятно на ухе, да, мы еще сказали, белый бим, черное ухо. Кстати, пятно еще вышло на глазике вот здесь. Было вот большое вот здесь. А смотри, бимка. Вот оно большое осталось. Вот. Поэтому ты кто? Далматинец. А? Жарко. Какой злой, какие зубы. А? Кто красавчик? А? Это она здесь такая тихая. Что она ночью тут творит? О! Мне кажется, она подрастет. А тут хана всем котам, которые Бориса обижали. Она их порвет. Она такая злая. Вообще злая. Да? Ты злая? Ладно, отдыхай. Фух, куча растет. Тут мешки понаставил еще дополнительно. Нужно будет вот так ряд делать. Уже тут, я не знаю. Прилично. Вообще. Ну не знаю, посмотрим. Я же говорю, у меня двор сильно занижен, если говорить с уровнем по улице, да, улица выше намного. Если это все засыпать, чтобы уровень поднимать, то, конечно, здесь еще таких, не знаю, штук 50 куч надо, если не больше. Так, по спальне уже все нормально. Вчера последний раз полил я, уже так влагу практически бетон не брал. Все хорошо, ничего нигде не наблюдаю, ни трещин, ни этот. В принципе, что она у нас готовая. Вот этот зачистить стены надо будет.
Ну, вот, знаете, вот такие штуки все нехорошие. Вот. И, в принципе, под свет, это у нас не свет, это розетки, под них вырезать подрозетники. Чтобы ставить подрозетники, у нас, кстати, будут нестандартные, они квадратные. Так что я не знаю, препарат поможет или нет. Сегодня обязательно обработаю. Не знаю, что с ними делать. Они какие-то вообще... Ну, стало поменьше, я не знаю. Возможно, я пособрал. Я вот плоды... Кстати, вот черри, вот эти крайние помидоры, не крупные. Вот их прям вообще атаковывают конкретно. Я уже половину урожая на этих кустах, сколько там их штук 6-8, да, я полностью там половину уже убрал, потому что даже самый маленький, если на розовых там немного, я не знаю, ну там 3-4 было, да, помидора, которые они там прогрызли, и вот этот ствол, вот, то черри, вот эти, они просто там съедают, я не знаю, малюсенькие вот такие, они их прогрызают, там, я вообще, честно, в шоке. Вот поэтому, конечно, хорошо иметь теплицу, и там вот такой заразы намного меньше, вот. И, во-первых, и лучше и урожай у тебя там, и автоматизировать полностью можно, и свет, продолжительность света, все сделать, и автополив сделать, и вообще можно там практически не находиться. Не, находиться, конечно, надо, но намного проще, и если я на этом крохотном участке столько всего умещаю, там в принципе у меня та же площадь и получится, да, хотя мне столько по сути даже не надо на семью, да. Но, конечно, в большей степени, ну, просто жалко, да, столько, ну, труды все равно влаживаются, ты смотришь за этим, ухаживаешь. Конечно, можно было поехать и купить это и на рынке, тем более сейчас недорогие помидоры, они там стоят и по 40 рублей, не знаю, там сейчас цена вообще снижена. Дело не в этом, это просто от души для себя, как бы нравится, да, это делать. Ну и, конечно, ты сам для себя понимаешь, что это выращено тобой, там, ну, у всех, конечно, в первом случае говорит, что это без химии, без всего-то там того подобное. Я ничего не говорю, и есть хорошие тоже помидоры продают, тоже без химии. Ну, дело даже не в этом, да, это в большей степени для души, да, вот. И поэтому, когда вот все вот так душевное происходит, вот такая маленькая падла сюда прилетает какая-то. Ничего, сегодня мы... Если я за улитками не спал, ночью ходил, то я этих гусениц, я не знаю, что с ними я сделал. В общем, сегодня будет огонь. Так, по санузлу ходить не будем, смотреть не будем, что я сделал. Сделал я ровно половину. Уже я вам конечный результат покажу в следующем видео, когда уже полностью будет отштукатурено. Потом мы чем займемся? Мы займемся, наверное, установкой рамы инсталляции. Вот это будем все зашивать. Водопровод, кстати, подводить. Водопровод я сразу не прокидывал. Не знаю, он мне мешал. И там толщина такая была, его крепить. Мне проще сейчас свеженький раствор жик-жик пропилить. Там пару труб туда вкинуть. И все. В принципе, что у меня? Подвод у меня под ванну горячая, холодная. И под раковину пойдет. То же самое. Там ничего уже сложного нету. Это, конечно, вот, вырезать. Тем более на той стене, у меня сейчас на новой, где я там штукатурку, увидели, счищал, потому что завал был. Завал теперь был уже не сверху, а завал был снизу. Я вообще не знаю, как они ложили это, как они строили. Ну да ладно, что говорится, вспоминать. Вот, поэтому мне пришлось штукатурку убирать. Вот, чтобы как-то что-то это выровнять, поймать. И поймал я там, выгадал, слой у меня будет небольшой, и эта стеночка пойдет. Ну, в общем, увидите, это все увидите. Маленький вопрос я отвечу по моей супруге, дорогой, это Наталье. Вы все просите, говорите, открывай канал кулинарный, что-нибудь показывай нам, мы хотим что-то видеть. Я вас, да, обрадую, она откроет, но чуток попозже, когда я предоставлю ей место, да, как говорится, площадку, юшню, где она будет творить, показывать свои вкусняшки, свои готовки, да. Сами должны понимать, как хозяйки, когда в доме вот так все, буф, пыль, там ремонт, джух-джух. Кухня сегодня здесь, завтра она там, это, потому что у нас в основном вся посуда, это все запаковано, да, там все мерные там стаканчики и все прочее подобное, тоже это все запаковано, ибо потом, чтобы это все не испортить, да, вот сейчас чисто для первой необходимости, там кастрюльки, мастрюльки, вот, и, соответственно, когда будет стоять хорошая, белая, светлая кухня, все, как говорится, будет, вот, то и, конечно, от души она на этой кухне вам все обязательно покажет в любом случае вы это, конечно же, все увидите. Чуть попозже, вот буквально немного, я думаю, осталось,
Также и Инстаграм она продолжит вести, она как раз уже к этому времени уже более-менее восстановится и прям покажет от души. Вы будете, как говорится, тоже радоваться этому, несомненно. В принципе, в концовочке мы уже будем подводить. Сегодня ролик не был объемный, потому что, ну, бывает так, я не могу постоянно что-то снимать, потому что у меня есть свои личные дела, но стараюсь выходить на связь и все-таки все же вам что-то показывать, объективно, конечно. А вот, соответственно, конечно, дальше, когда уже здесь уже ремонт сделается, вы чаще там будете видеть и детей, и семью, и там Наталью, и кухню, и готовку, и всякое разное. Вот, такого семейного будет много и хорошего. Вот. Ну стройка тоже будет продолжаться в любом случае, потому что дел очень много. Вот, это все, конечно, хорошо. И, скорее всего, друзья мои, завтра, возможно, выйдет ролик. Он будет информационный, он не будет о стройке, он будет разговорный. У нас есть с вами один такой вопрос, созрел. Да даже не вопрос, это, как вам сказать, это будет мое объяснение, никому ли, не хейтеры, ничего, сразу говорю, там, никто ничего там плохого не писал, никому это самое. Вот, это связано с каналом, Вот, в общем, по каналу и кое-какие будут объяснения по нашему каналу. Вот, и надеюсь от вас тоже услышать ваш ответ, возможно, вы что-то посоветуете, и, в общем, мы к какому-то мнению придем и что-нибудь обязательно сделаем, да. Кажется, безвыходных ситуаций не бывает. Вот. Мы всегда найдем выход, как говорится, было бы желание, и все получится. С вами мы преодолеем, все сделаем, как всегда, мои дорогие друзья. И напоследок вам тоже от всей души хочу пожелать: не унывайте, будьте бодрячком, будьте оптимистами, обязательно чаще улыбайтесь, потому что ваша улыбка, она неотразима. Она дает другим людям счастье, радость. И на душе, конечно же, становится спокойнее, уютнее и теплее. После этого тепла будет у вас намного больше. Но я, как всегда, надолго не прощаюсь. Вот скоро, вот прям, чуток. И вот мы сразу же с вами вновь увидимся, как говорится. До новых, хороших, добрых встреч. Всем счастливо, всем пока.